Ну, наконец-то что-то яркое, да? Рыженькая. Ну, красота. Ну, это, конечно, не рыжий цвет, там давайте напишите, что это какой-нибудь ночная охра. Про порты, ну, в принципе, порты, спейд практически одно и то же, только немножко мордочками разные, да, писали в комментах уже 1000 раз. Я не знаю, конечно, за что она вам так нравится, эта модель. Я предполагаю, конечно, за что? За вот этот специфический внешний вид, естественно. Мне, конечно, первое поколение немножечко больше нравилось, оно какое-то более сбалансированное, да, там, если она вся такая кругленькая, то у нее и фарки были такие кругленькие, и жопка была такая вот тоже с кругленькими. Здесь они что-то, как всегда, вот агрессию надо там. Спейд так вообще, он такой злючий, там у него ха-ха-ха-ха, такие прямо самурайского меча, росчерки, да, там. Ну, какую еще метафору такую дать, японско-злобную, да? Здесь еще более-менее аккуратно у версии порты. Тем не менее, у нас порты посвежее. Ценность этих машин, да, вот вообще вот этих небольших японских свежих автомобилей не в том, что у них там полно подушек, всякие вот эти псевдогибридные системы и прочее, да? Ценность их, как вот по мне, в необычном внешнем виде, в таком вот непривычном, да, ну что вы еще такое похожее можете вспомнить? Ну вот у Peugeot еще есть такие специфические модели, да, с какими-то там странными дверьми, внешностями и прочее. А так-то не так уж и много таких вот необычных машин. И в то же время простая техническая начинка, да, то есть машине ломаться нечему, по факту. В ней нечему ломаться, это вице-образная, да, как у нас говорят, вице-образная. То есть база того же вица, да, но специфический внешний вид. И, естественно, главным его фактором этого специфического внешнего вида, да, является гигантская боковая дверь. Ну, давайте тогда про нее и говорить. Прям как какой-то концепт-кар, да, выглядит. Как будто вот ее еще только придумали, да, это ее рендер какой-то, а потом она будет какая-нибудь другая, как у нас в России так бывает, да. Придумывают Ладу Калину какую-нибудь красивую, да, а потом, как, ну, место же проклятое, да, вылазит очередное это. Смотрите, какие вещи мне в этой двери нравятся, кроме того, что она большущая. Она имеет ручку вот с этой стороны. То есть не вот здесь, да, то есть ее не вот так вот тянуть, а вот так. И она не микроавтобуснообразная, вот, то есть она не вот здесь вот какая-нибудь выемка, еще что-нибудь, она именно вот такая. В нашей версии она даже с доводчиком, как видите. Ну, то есть неплохо все. По факту, именно у этой машины очень ярко выглядит, вот очень прямо вот, как будто на своем месте выглядит комплектация с выдвигающимся вот так вот сиденьем. Когда ты нажал, и у тебя вот это сиденье, все так роботизировано, выехало трансформернообразно, и человек может с коляски пересесть и погрузиться. У многих японских машин есть такая функция, у многих, прям очень. Но только у Порте и у Spade, это, мне кажется, эта функция достигла своего апогея. Такая гигантская дверина. Ну реально, вот я открыл полмашины. Смотрите, я могу шарахаться вот хоть куда. Вперед, назад. Вот. Пожалуйста, я ходить могу по машине. Вот. Ля-ля-ля. Особенно я, как человек японского роста, мне даже особенно так уж прямо и скукорачиваться не надо. Я и так всюду пролезаю. Еще могу порадовать тем, что присутствует трансформация. Одну из них я уже осуществил. Я сложил переднее сиденье в столик. Особый метод у японцев, как можно сделать маленькую городскую машинку, повседневную такую, в некотором смысле, да, как у нас любят говорить, фу, я ж мужик, я на такой не поеду. Ребят, если говорить серьезно, на заднем ряду у таких машин иногда прикольнее и комфортнее, чем на заднем ряду у какой-нибудь камрюхи. Здесь охрененно много места, еще и все это дело отодвигается, да еще и входить удобно. Даже гляньте, у нее обшивочки вон с какими-то кружочками там, ну, веселенько. В наше время, когда вообще в нашей стране, где все очень часто серых оттенков, да, хочется иметь и яркую снаружи, и яркую внутри машину, да, она даже в принципе уютненькая. Бляха, ну метр с лишним проем. Че вообще? Ну-ка давайте-ка вспомним. У меня даже, мне кажется, в микроавтобусе, вот когда я сдвигаю дверь, по-моему, меньше, чем метр. Вот я тоже померю обязательно. Вот. Мне кажется, здесь шире проем получается. Смотрите, кстати, вот это место, где ходит вот эта направляющая сама, да, рельса вот эта. Гляньте, она тоже защищена резиночкой.
То есть неплохо все. Туда грязь не должна лететь, в принципе. А вот в эту щель точно будет набиваться снег. Что-нибудь туда будет залезать. Конечно, здесь лежит, как обычно, в маленьких машинках набор. Но пространство-то здесь вполне себе подразумевает докатку. Я предположу, что в некоторых комплектациях докатка есть. Ох уж эти фанерные защиточки, уж вот эти задвижечки. Понимаете, пространства между задним и передним рядом столько много, что нам даже не надо задвигать или убирать подголовники, чтобы сложить задний ряд. Конечно, нет ровного пола, получается вот большая ступенька, потому что вообще багажник, он в принципе ваннообразный, что для современных автомобилей достаточно редкое явление. По факту здесь нету регулировки у спинки, да, то есть нельзя ее так тык-тык-тык-тык-тык как-нибудь перещелкивать, но здесь, по сути, вот смотрите, два крепления для спинок есть. То есть, если вам хочется маленечко сильнее разложить в более лежачее положение, ты можешь сложить вот эту крепежку, вот так нажав кнопочку, ее вот так в стенку сложить, и тогда опустить сиденье пониже, ну, чуть-чуть в более лежачее положение. Да, ребята, это все-таки такое суррогатное решение регулировки спинок. Так, ну давайте, я ж сюда зачем пришел-то? Во-первых, глубина ванны. Чуть не прищемил себе палец. Глубина ванны 20 сантиметров. Хорошо. 60 сантиметров, в принципе, сам багажничек, да, еще когда не сложенные сиденья. Однако, ну и между арками сколько расстояния? Ровно метр. А ведь неплохо, знаете, неплохо вполне. Ну, бог с ним, давай-ка я вас бумкну обратно. Сейчас. До переднего ряда метр 60. Ого. Да? У меня, может, рулетка китайская, нет? Не китайская? Такая большая глубина. Неплохо. А чё бы нет, я, может, буду. Погружу штакетник туда, все, лыжи, я, понимаешь, я же лыжник прям до хрена, понимаешь, сноубордистом, ага, сейчас. 4/14 колеса запросто. И это причем в ванну, да, это еще сложенные сиденья нам, в принципе, не нужны. Что точно не отнять у этих маленьких машин, это уют в салоне. Мне, во-первых, нравится всегда, каким пластиком их покрывают. Вот этот клетчатый вот этот пластик тойотовский. Мне нравится реально. А во-вторых, здесь всегда полно каких-нибудь ящичков, коробочек, каких-нибудь кармашков, что-нибудь такое. Это же и создает как раз удобство и уют, да, в машине. Сложили мы столик, да, есть подобие подстаканничков. Есть подобие, как там мне написали в комментариях, это же для коробочки с лапшой, квадратная выемка. Да, вок лапша, она же сюда типа должна вставать. Вот такая здоровенная корзина вот тут вот прям перед водителем. Смотрите, я вот так вот вставлю, да? И что, подразумевается, что я так буду... Зачем это вообще? Вот точно сейчас, вот я знаю, точно в комментариях найдется кто-то, кто раскроет мне глаза на то, что да ты что, да это чтобы читать ПДД во время того, как стоишь в пробках. Чтоб ты поставил, как в пюпитр. Есть такое слово, ты не смейся, есть такое слово, ноты в него ставят, надо пюпитр. Вот. И все, и вот типа читаешь, пока ты тупишь. Ненавистная вот мне вот эта приборка посередине. Она здесь не совсем уж так прям категорически посередине. Она чуть-чуть смещена все-таки вот в мою сторону. Как-то поприятнее это. Конкретно, непосредственно подстаканник водителя. Ну блин. Ну прям печаль. Здесь нет его нафиг на самом деле. Только выемка под лапшу. Ну конечно туда можно тоже стакан затолкать. Тогда он будет в нужном положении. Но вот пассажиру-то подстаканник круче сделали. Куда уж. Здесь вот какое-то подобие подбутыльника, подстаканника находится в двери. Кстати, мягкая часть у двери, она вот здесь вот сбоку, она даже не вот здесь под руку, ну, имитация подлокотника, да? Нет, она просто как будто здесь абсолютно для красоты. Никаким боком ничего не смягчает. Ну, может быть, конечно, коленку вот здесь вот мягче моей коленки, наверное, будет. Ну, не знаю даже, не очень я уверен. Но подлокотники есть на самих сиденьях. Соответственно, этот минус нивелировался. Но, опять же, его нету на пассажирском сиденье. Давайте я его верну. Ага, то есть, сидя на водительском, я не могу его обратно открыть. Мне надо выйти будет обязательно из машины. Во как. У пассажирского сиденья нету здесь
подлокотника. Вот это, конечно, упущение прям весомое. Смотри, как можно зато переднего пассажира откатить, да? Круто. Ага. А вот у водителя-то все, рельса кончилась. По имеющимся бардачкам не круто, нифига. Вот это, конечно, прикольный сверху ящичек, но не круто совершенно. Здесь нет, по сути, большого нижнего бардачка. Это очевидно, что все ради переднего пассажира, ради его комфорта. Не многовато ли? Ну подождите, но если даже комплектация, версия, да, машины для людей с ограниченными возможностями, но это же не означает, что сюда надо коляску закатывать, извините. Ну в любом случае, прям вообще место для ног прям... Давненько не видел такого, чтобы не было почти заглушек. Тут и открытие двери с кнопки, и даже машина чувствует расстояние до впереди едущего. Ну, в общем, хорошее оснащение, да, согласитесь, современное. Вроде бы даже понятно, откуда на них такие цены. Напишите в комментариях, отдали бы вы 800 плюс за порты, скажем, 2017 года. Напишите. А 1,5 миллиона за Весту? Ну да, нет. А вот, кстати, за Весту они 1,5 миллиона отдают запросто. Это же наше, родное, скрепное, понимаешь? А Гранта, тут руль жире. в бардачке. Это как я ездить вообще буду? Вы что, я руль в бардачке. Это вы что? Это не пленкой обклеено, это такой типа под карбон сделан. Вот эта часть бампера. Прикольно? Итак, по мотору. Что нужно сказать? Суровый такой, прямо много лет производящийся, который только вот недавно буквально закончили производить, один NZ-FE в этой машине отсутствует. Почему? Потому что она не полноприводная. NZ, они же из той уже эпохи, когда цельноалюминиевые движки, цепи, масложор, требыхание, ненадежность и прочее, да, а вот NZ оказался из них самым таким живучим, только там в 19, по-моему, году его закончили изготавливать. До 15 года был моторчик 1NR, 1.3, да, там только дайхатсовский. А вот здесь уже мотор прям новой формации. Тойотовцы им гордятся, особенно гордятся тем, что они тоже вовремя подсуетились, купили, подмяли под себя Daihatsu и взяли их разработки для того, чтобы можно было клеить шильдик Toyota. Тоже двигатель разработки Daihatsu 2NR, работает по циклу Миллера, считается очень экономичным, в то же время динамичным. По факту я знаю реально людей, которые даже пытались сравнивать расход. Это тоже 1,5 литра, тоже 109 лошадей, так же как NZ, да. Ну вот NZ, типа он более такой старой разработки, да, вроде как бы более кондовый, более тупой, вроде как многие говорят. И вроде бы вот представитель современности. Так вот, он реально меньше жрет, чем NZ. Ну, благодаря вот такому как раз своему циклу работы. Про надежность как раз уже именно вот такой версии мотора мы ничего сказать не можем, потому что они начали с 2015 года. В принципе, соточку многие накатывают, уже накатали, да, сейчас уже 2021 же год. Вроде бы сильно по сервисам не стоят, так что в целом мы будем считать, что мотор более-менее удачный. Daihatsu всегда делали маленькие моторы для маленьких машин. Я думаю, они с этим справляются на ура. Да и вообще, если честно, двигатели в таких машинах, они не нагружены. Им вполне хватает сил, чтобы эту машину таскать за собой. Не навешано никаких турбин, непосредственных каких-нибудь сложных там впрысков. Видите, более современная система регулировки клапанов, фазовращателей, как в европейской части России больше понятно такое выражение, как фазовращатели, да. Здесь уже более современные, они не только контролируются давлением масла, да, еще и электроникой. Кто знает, время покажет, да. Вот у нас автомобиль, получается, сколько вот ты пробегом его взял? 29 тысяч, да, то есть получается до того момента, как у него случатся какие-то, в теории, да, случатся какие-то проблемы по мотору, там, не знаю, по коробке. Ну, если в среднем люди у нас в России накатывают, скажем, 15-20 тысяч в год, то это, соответственно, еще лет 5, я думаю, смело можно ездить и не думать вообще ни о чем. Менять масло, заправляться. Я вот всегда думаю, а если бы они их стали делать на механиках, покупал бы народ? Наверное, сейчас уже все, отвыкли все. Зачем? Каждая вторая машина на вариатор. Вариаторы. Ну да. По логике, на вариаторе ты, едучи 100 км в час, плавно разгоняясь, будешь иметь там меньше 2000 оборотов, да, на 100 км в час. На механике, даже вот пятиступенчатая механика, 2 литра, да, у меня автобус, это 3000 оборотов. Ну, естественно, расход. Конечно, где будет меньше расход? Ну, конечно, на вариаторе. Но меня так всегда бесит на вариаторе. Ты нажимаешь? Ну да, поехали. Таким.
Но это на ходу, когда ты уже разогнался, а именно с места. Кстати, я вот точно знаю, сейчас же такая тема пошла, от многих слышал, именно на Toyota ставят бустер педали газа. Все, сразу этот вариатор разлагнулся, все, ты наконец-то ездишь как человек. О, господи, какая крохотная педалька газа. Цифровая приборка, причем, знаете, когда все выключено, да, и прям когда туда напрямую туда свет не светит, то не видно, где вот эти сами иконочки должны загораться. Они еще так по всей площади вот этого круга загораются, эти иконочки. Прикольно выглядит, хотя... Вообще, наверное, сейчас многих удивлю, когда скажу, японцы не кайфуют с этой приборки. Вы что, совсем что ли? Они меняют эту приборку на будильник вот такой стрелочный, елки зеленый. Он еще и выглядит прям реально как будильник. Здесь, конечно, есть вот эта функция с старт-стоп в прямом смысле. Я не имею в виду кнопку. Кнопка здесь у нас тоже есть. Я имею в виду, что она глохнет на светофорах, например, но это только в теплое время. Здесь вообще даже это дело ограничено 0 градусов, по сути. Чуть первый же минус, -1, да, все, она уже глохнуть не будет. Вот вы как хотите, меня эта функция выбешивает до невозможности, я бы ее всегда отключал. Ну что это за фигня? У нас, понимаете, у нас момент между тем, как загорается зеленый свет, и тебе сзади начинают бибикать, исчисляется миллисекундами, понимаете? То есть, вот, зеленый свет загорелся, ты должен сразу, блядь, педаль в пол нажать и рвануть. Иначе тебя просто засигналят все сзади. А тут-то ты так не стартанешь, надо... Завелся моторчик. Хорошо еще, что эта функция сама по себе перестает работать тогда, когда подразряженный аккумулятор. В ней, кстати, тепло, вот, пожалуйста, то есть на улице 15, да, 12, по-моему, там сейчас. Тем не менее, тепло, все хорошо. Так что для Сибири японские тачки по-прежнему нормальные. Жить можно, покупать можно. Про цену мы уже с вами обсудили, да. Все это не от того, что машины дорого стали стоить, а просто мы как-то зарабатывать вдруг неожиданно стали немного, да, по отношению к курсу доллара. В общем, подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии. Первые сутки читаю полностью все комменты. Что думаете про такую машину? Знаете ли вы какие-нибудь европейские альтернативы по такому же количеству трансформаций, эргономичных функций и прочее? Обязательно напишите, расскажите мне, какие крутые Шкоды или Volkswagen. Я тоже хочу это знать, да. Я тут вообще на них не смотрю. И всем пока. Хватило, да, батарейки? Ну, слава богу.